Название этого тихого подмосковного городка на берегу Клязьмы учат модницы Токио и Парижа. Нью-йоркские дизайнеры по буквам диктуют его внимательным клиентам. Павловский посад. Произносить старинный русский топоним без ошибок и наизусть знать, где находится родина самого известного в мире русского аксессуара, значит хорошо разбираться в истории моды. Цветастые платки с шелковой бахромой были у наших бабушек, наши мамы носили их как шаль, а мы видели их в коллекциях дизайнеров совсем недавно. Павлово-посадский платок – уникальный пример того, как старинный русский масс-маркет превратился в большое искусство, а потом и в национальное достояние. Вот уже третий век подряд шали-легенды делают в одном и том же месте. Вот на этой фабрике. Сейчас она называется Павлово-Посадская платочная мануфактура. Крупное предприятие с историей и большими оборотами. А когда-то была крошечная светелка с 10 работницами. Скромный бизнес крестьянина Ивана Лобзина. В маленькой комнатке днем и ночью ткали небольшие партии шерстяных и шелковых платков. Государство называло такие производства фабриками. Вырасти в настоящее крупное предприятие тогда казалось почти невозможным. Изготовление тканевых платков – дело долгое и трудозатратное. Как оптимизировать процесс – непонятно. Да еще и конкурентов море. В конце XVIII века только здесь, в Богородском уезде, платочных фабрик было больше 70. Конкуренцию породил бешеный спрос. Яркие платки были, как сказали бы мы сегодня, must-have'ом в гардеробе каждой уважающей себя русской женщины. От дворянки до крестьянки. Их носили на праздники и поминки, на ярмарки и в церковь. Универсальные модели считались дурным тоном. А значит, на каждый случай нужен был новый экземпляр. Работы в светлице крестьянина Лобзина хватало, но все изменил парижский выход в свет Жозефины де Багарне. Жена Наполеона однажды пришла на прием в яркой кашемировой шале из тончайшей шерсти. Повторять за главным инфлюенсером эпохи Бонапарта бросились почти все светские дамы Парижа, а потом и Петербурга. Оригинальные кашмирские шали или их русские аналоги ручной работы могли стоить как небольшое имение. Купить такую в XIX веке все равно, что сейчас заказать в бутике люксовую сумку из крокодиловой кожи. Стоит как квартира, подчеркивает статус, по сути, просто безделица, но зато сотни подружек и прохожих мечтают о такой же. Свежий тренд на яркие аксессуары среди дворянок заставил и купеческих жен по-новому посмотреть на привычные цветастые платки. Их стали украшать изящнее, менять чаще, покупать больше. Новая волна спроса стала вызовом для всего шалевого производства. Самые крупные фабрики увеличивали обороты посредством новой технологии. Она позволяла печатать рисунок с помощью шаблонов. Для каждой краски своя резная доска. Чтобы перенести узор, по деревянной форме били молотком. Название «набивной рисунок» за такой технологией закрепилось достаточно быстро.
Фабрика Лобзина оказалась в числе передовиков. Правнук основателя Яков вместе с компаньоном Василием Грязновым тоже вооружились новой технологией производства. Вначале фабриканты делали в основном платки с восточными узорами, чтобы они были как можно больше похожи на модные кашмирские шали. Но потом стали вдохновляться и национальным колоритом – узорными наличниками, розами и георгинами. Чтобы рисунки получались как можно более изящными, фабриканты не жалели денег на жалование художникам. Они получали в разы больше остальных рабочих. Чтобы сделать ассортимент еще шире, купцы стали закупать рисунки для платков у московских живописцев. А для собственных рисовальщиков заказывать самые правдоподобные репродукции цветов из Германии и Франции. Скоро набивные платки с фабрики Лобзина перестали быть просто качественным аналогом роскошных шалей и начали считаться оригинальным брендом с узнаваемым почерком. Их начинают носить и состоятельные купчихи, и великие княгини. Павлово-Посадское мастерство заметили и на промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 -м. Именно после нее платочной фабрике из небольшого подмосковного города дали почетное право изображать государственный герб на вывесках и этикетках. Современные павлово-посадские платки начинаются с того же, с чего и 200 лет назад – с чистого листа бумаги. На нем художник создает крок, так называется платочный рисунок. Сначала он карандашный, потом его раскрашивают гуашью. Современные павлово-посадские художники задействуют в рисунке множество цветов, но так было не всегда. Долгое время у шалей было только 3 основных фона – черный, бордовый и цвет беленого полотна. Розовый, зеленый и голубой появились уже гораздо позже. Крок – это только фрагмент будущего платка, иногда четверть, иногда половина. Фирменный павлово-посадский стиль – симметричный рисунок, а значит, полное изображение для производства не нужно. Но в узорах легендарных шалей столько деталей и оттенков, что работа над эскизом – один из самых сложных и долгих этапов производства. Вот такой крок рисуют в среднем 2 месяца. Максимально точно передать придуманный художником рисунок – дело колористов. Именно они должны подобрать ту самую краску, которая сделает платок максимально близким к идее художника. Каким именно будет цвет на ткани, сразу непонятно. Чтобы это увидеть, образец надо обработать паром и промыть. Только тогда краска закрепится и станет ясно, будут розы пунцовыми или алыми, а зелень – малахитовой или салатовой. Поэтому прежде чем рисунок появится на ткани, колорист может сделать огромное количество проб. Ткань у павлово-посадских платков тоже особенная. Это чистейшая тонкорунная шерсть овец породы меринос белого цвета. Если у овцы попадется хотя бы один черный клок, платок уже не получится. На темную шерсть краска не ложится. Изначально полотно немного с желтизной. Это натуральный цвет овечьей шерсти. Для того, чтобы краски смотрелись ярче, ткань будущей шали отбеливают.
За 2 века павлово-посадские платки практически не изменились. На фабрике берегут традиционные рисунки и трепетно относятся к технологии. Время внесло свои изменения, но основные этапы производства платков те же, что и в середине XIX века. Сотканное полотно натягивают на специальный стол. Это нужно для того, чтобы рисунок лег идеально ровно и ни один фирменный лепесток не сместился в сторону. Дальше, как и в царские времена, за дело берутся печатники. Это специалисты по той самой набойке рисунка. В середине XIX века печатники использовали деревянные шаблоны. Сейчас вместо них капроновые. Они гораздо легче и переносят принт намного точнее. Отверстия, в которые не должна попасть краска, закрывают лаком. Для каждого элемента и цвета свой этап. Сначала, как правило, наносят самый светлый цвет, потом темнее, потом еще темнее. И так до тех пор, пока рисунок не будет воспроизведен полностью. В павлово-посадском платке, как правило, от 10 до 18 цветов, но их число может доходить и до 30. Узор обычно скомпонован в форме овалов, звезд, медальонов или цветочных гирлянд. Но орнаменты далеко не всегда типично русские. Если присмотреться, можно найти и лотосы, и античные вазы, и восточные узоры пейсли, и даже древние символы. Фирменная павлово-посадская печать позволяет нанести рисунок любой сложности без малейшей помарки. Но чем сложнее узор, тем больше шаблонов. Иногда их может быть около 50. Такую работу не всегда доверяют машине. Самые ответственные этапы всегда делают вручную. Но даже когда все краски подобраны, а рисунок аккуратно нанесен, говорить о том, что платок готов, рано. Чтобы ткань стала настоящей павлово-посадской шалью, она должна вызреть. Происходит это в специальной камере. Она так и называется – зрельник. Созревает платок в особых условиях – в кислой среде, при температуре 90 градусов и высочайшей влажности. Ткань в таких условиях становится мягче, а краска – ярче.
После созревания будущие платки промывают и сушат, и только после этого длинные полотнища разрезают. Теперь они уже почти похожи на то, что мы привыкли видеть в магазине. Но без фирменной бахромы Павлово-Посадский платок все равно не узнать. Ее вяжут вот в этой комнате люди особой профессии – бахромщицы. Бахрома бывает простой, когда она состоит только из отдельных нитей, и затейливой. Это когда маленькие клеточки связаны в несколько рядов. Каждую такую клеточку нужно сделать вручную. Одно неверное движение и кривого рисунка не избежать. Поэтому павлово-посадские бахромщицы учатся не только смотреть на качество вязки, но и чувствовать масштаб клеточек и размер узелков на ощупь. На один платок уходит около 2 часов. С таким объемом детальной, кропотливой работы это почти космическая скорость. После того, как бахрома сплетена, платок, наконец, готов. У каждой шали, сделанной на мануфактуре, есть имя. Название рисунка придумывают художники, ведь павлово-посадские платки уже давно не просто аксессуар. Они настоящая картина, которую можно носить на себе. Названия самых известных рисунков поклонники и ценители произносят без запинки. Аленький цветочек и испанские, обручальное кольцо и Самарканд. Некоторые модели живут десятилетиями. Например, платок «Белые розы» производят аж с 1953 года, а иногда на фабрике и вовсе возвращаются к архивным работам. Так, в 2007-м художники воссоздали шаль по образцу конца XIX века. За 200 лет павлово-посадские платки ни разу не выходили из моды окончательно. В 80-е знаменитые яркие цветы на темном фоне сделал своей визитной карточкой Вячеслав Зайцев. В нулевые они снова вернулись на московский подиум. В конце десятых появились на парижских дефиле, а в 2020-м стали основой коллекции дизайнера из Нью-Йорка. Сейчас яркий платок с бахромой из Павловского посада есть почти в каждом гардеробе, а в магазинах сувениров за такими всегда самая длинная очередь. Эти уникальные шали оказались сильнее сотни модных сезонов, тысячи конкурентов и миллионов подражателей. Из обыкновенного платка они превратились в согревающие картины, некоторые из которых теперь хранят под музейным стеклом. Увидеть, с чего начиналось производство легендарных русских шалей, каким оно стало, и, конечно, купить те самые настоящие павлово-посадские платки можно прямо на фабрике. До родины легендарного русского платка всего 65 километров от Москвы. На машине это около 1,5 часов пути. На экспрессе с Курского вокзала быстрее, всего 50 минут. Адрес фабрики – улица Каляева, 5. Большой фирменный магазин рядом.